Там мы его, ну, как бы, он выйдет, естественно, потом он уйдет, я выйду, скажу, ага, и вот тогда поаплодируем, окей? Ну, типа такая репа, репетируем. Ничего не выйдет у тебя. Хотите, делайте, не поверите, у нас демократия на сцене. Пробуем, значит, он просто выходит, ставит ноутбук, мы в тишине молчим. Молчим. Вообще ни звука. Он уходит, потом такие, Краусс, жара, и он выходит, да? Можно сразу? Не толкни только. Окей. Дорогие друзья, говорит и показывает Касперский GEEK-пикник. Под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену астрофизика Лоуренса Краусса! Итак, Лоуренс под музыку подключает ноутбук. Мы делаем это под музыку. Окей. I can dance? Господи, вот что не сделаешь, да? Взрослые люди, высшее образование, представьте себе, да? Итак, рядом вместе с Лоуренсом стоит наш квалифицированный переводчик Алексей. Давайте Алексею поаплодируем, он переводит все это. Вот, а дальше, вот похлопайте. Окей, да, окей. Just talk amongst yourselves for a little while. Поболтайте пока о чем-нибудь. Вот он американец. Мы хотели сделать репетицию, видите, не получилось. Okay. Sure. Thank you. Hold on. Let me just do this. Сейчас, секундочку. Oh, somebody moved. It got. Подождите, кто шевелится? I think I'm okay. Let me just see if this works. Так, вроде работает. Let's see if this works. Видно? Yeah, they can see it, but I just have to do this. So, oh, there we go. Let's just see if that works. Okay, there we go. I think that'll work now. Все работает? Okay, let's see if it'll work. Okay, good. That should work. Отлично. Okay. Well, thank you very much. I'm done. It was really a pleasure. Bye-bye. Спасибо, на этом все. Спасибо за внимание. Okay, it's a. Are you translating for me? Yes. Okay. It's all right. Any mistakes in this presentation are his fault. Любые ошибки в этой презентации на плечах переводчика. Okay. So it's a pleasure to be here, truly. I've met many of you today. Я очень рад быть здесь. Я со многими из вас уже успел повстречаться сегодня.
And it seems like I've had pictures taken with about half of you already. И мне кажется, с половиной из вас я успел сфотографироваться. But I'm shocked and honored that many of you know who I am. So I'm very pleased to Но be на самом деле для here. меня большая честь, что столько людей знает, столько из вас знает, кто я такой. So I wanted to give a science talk, if that's okay. Я бы сейчас немножко хотел поговорить о науке, если вы не против. Is it okay? Yeah! I want to talk about the subject of my latest book. And up there is a quote which you'll have to read in Russian. Я бы хотел сейчас рассказать вам про свою книгу. И вы здесь видите цитату. Okay. Сложнее всего увидеть, что на самом деле перед вами. You got that? That's very true. That's probably the most important thing I could say about this festival and about the universe. Is the hardest thing to see is that which is really there. И это очень важная вещь. Это, пожалуй, самое важное, что я знаю об этом фестивале и во всей Вселенной. Самое сложное — это увидеть, что действительно перед тобой. And the beauty of science is that it helps us uncover the illusion of reality. И прелесть науки в том, что она позволяет избавиться от этой иллюзии реальности To see the real world beneath. и увидеть настоящий мир, который лежит за этим. And the people who have the power to do that are the geeks. И люди, которые обладают силой делать это, открывать эту правду, это гики, ботаники. They're the ones. Они самые. Now, I want to tell you a story about the real universe, and it's a story of how we have uncovered the strangest thing you could imagine. И я бы вам хотел сказать историю о нашей реальной Вселенной и о том, как мы открыли самое невероятное. Okay, there we go. I think it's cold enough in Moscow that you have icicles in the winter, is that right? Я, насколько понимаю, в Москве достаточно холодно, чтобы вы знали, что такое сосульки. Так ведь? I once talked about this where I work, which is in Arizona, Я как-то делал эту презентацию в Аризоне, and no one knew what those were, и просто ни сосулек, ни снежинок никто в жизни не видел. but you do. Но вы это знаете. Now, on a winter day, you look at the icicles, but I want you to imagine that you live on one of them. I can't point at it from here, but pick one. Ну, вы зимой, когда смотрите на снежинки или на ледяные узоры, я хочу, чтобы вы не только наслаждались их красотой. Представьте, что вы живете на одной из них. Ну, на любой выберите сами. And if you lived on that icicle, the world would look very different to you. Если бы вы жили на одной из этих снежинок, то мир казался бы вам, ну, немножко другим. If along the spine of the icicle, the laws of physics would be very different than perpendicular. На одной из осей снежинки будут одни законы физики, на перпендикулярной ей уже другие. And physicists would explain that, and they would come up with laws of physics that explained why the forces in one direction were different than the other. И физики этого мира, они бы смогли найти объяснение, они бы как-нибудь объяснили, почему законы физики в одном направлении одинаковые, а в другом направлении совсем другие. And theologians would explain why that direction was meant by God. А теологи объяснили бы, почему вот в этом направлении все по замыслу Божьему. And there would be wars fought over whether it was that direction or that direction. И они бы потом воевали друг с другом на тему того, а что же имел в виду Бог, в эту сторону надо или в другую? But just like in the real universe, that's an illusion. Но так же, как и в реальной вселенной, это все иллюзия. As you can see by looking at her, by looking at the icicles, Как вы можете видеть по прекрасной леди, ну или по снежинкам, they can point in any direction. There's no significance to the direction in which they point. снежинки могут, концы снежинок могут пока указывать в любом направлении, неважно в каком. Okay, remember that. Запомните об этом. Now, I have to. Okay. Do you know who this is? Знаете, кто это? Who? Everyone says Aristotle, Все говорят Аристотель. but it's not Aristotle. Это не Аристотель. Aristotle had a better press agent. У Аристотеля пиар-служба получше была. It's Plato. Это Платон.
I learned about Plato when I grew up because I grew up in Canada and I was educated. Я знал о Платоне еще с тех пор, как я был маленьким, потому что я родился в Канаде и получил хорошее образование. Now, Plato imagined, when I was a student, I read a story by Plato about a cave. И когда я учился, я прочитал историю, которую написал Платон, про пещеру. And Plato imagined that our life was like people who were chained in a cave and could only see the back wall of the cave and only see the shadows of reality. И Платон представлял себе ситуацию, что наш мир, мы живем в мире подобно людям, узникам в пещере. Все, что мы видим, это задняя стена пещеры. Все, что мы знаем о мире, это тени, которые остаются на этой стене. This is an image from my high school textbook, Это иллюстрация из моего школьного учебника. which shows how old I am because it's not copyrighted anymore. И то, что я могу здесь использовать, не нарушая авторские права, показывает, насколько я стар. But he imagined that we could only see the projections of the fire behind those people. And he said the job of a scientist or a philosopher was to interpret from the shadows the reality behind. И он говорил, что люди, все, что могут видеть люди, это тень, отбрасываемая объектами от огня, который горит за их спиной. И задача ученого или философа как раз в том, чтобы по этим теням понять, каков мир на самом деле. And he said if you were dragged out from the cave back, I can't show you, but back to the real world, it would be very painful because it would be so bright. It would be painful to your eyes, and it would be incomprehensible at first. И он говорил, что если вас вдруг вытащить из этой пещеры в реальный мир, то на реальный мир будет настолько ярким, что вашим глазам будет больно, и вы даже не сможете понять и воспринять то, что происходит вокруг. But he said eventually it would become clear. Но он сказал, что со временем вам станет яснее. And then if you went back into the cave И потом, если вы потом вернетесь в пещеру and tried to explain to people what you saw, they think you were crazy. и попытаетесь объяснить другим, что вы только что увидели, вас все примут за сумасшедшего. And that's what it feels like to be a physicist today. И вот примерно с теми же ощущениями сталкиваются сегодня физики. Now, by the way, this picture is not correct. Кстати говоря, это не совсем правильная картина. It comes from the 1950s. Она с 50-х годов. And you notice that all the people chained are very pretty women in bikinis. И вы можете увидеть, что все женщины, которые сидят на цепи, это прекрасные девушки в бикини. In Plato's time, they would have been little boys. В варианте у Платона это, скорее всего, были бы маленькие мальчики. Now, that's the analogy that I want to use to describe the world we live in. Ну, это та аналогия, которую я бы хотел использовать, чтобы описать мир, в котором мы живем. I want to tell you about a few of the remarkable physicists that have taken us from the shadows to the real world. Я бы хотел вам рассказать о тех замечательных физиках, которые позволили нам выбраться из теней в реальный мир. This is one of them. Это один из них. This is a man named Richard Feynman. Его зовут Ричард Фейнман. Yeah, I'm a big fan of his too. Я тоже его большой фанат. Now, Richard Feynman gave himself the task of explaining the theory of electromagnetism. Ричард Фейнман поставил перед собой задачу объяснить теорию электромагнетизма. But a theory that agreed with quantum mechanics. С помощью теории, которая бы еще согласовывалась с квантовой механикой. Now, quantum mechanics is crazy. А квантовая механика просто сумасшедшая. It's kind of like Washington or the Kremlin. Это как, вот представьте, Вашингтон или Кремль. If you can't see it, anything goes. Пока не видно, там, пока вы туда не заглядываете, там может происходить все, что угодно. And maybe we'll learn about that in my country in the next few weeks. But Возможно, за следующие пару недель мы узнаем об этом на примере моей страны, но... But in quantum mechanics, there's a principle called the Heisenberg uncertainty principle. А в квантовой механике есть такой принцип, называется принцип неопределенности Гейзенберга. And it says that if I measure a system for just a little while, Согласно этому принципу, then there are certain things that I'll never know exactly. что если наблюдать за какой-то системой, все равно останутся вещи, которые я никогда не смогу узнать. One of them
is the energy of the system. Например, я никогда не смогу точно узнать энергию системы. Okay, so remember that. That's important. So this was the picture that Feynman developed to explain electromagnetism in a way that was in agreement with quantum mechanics. Вот как Фейнман пытался объяснить электромагнетизм, согласовав это с квантовой механикой. We call it a Feynman diagram. Это называется диаграмма Фейнмана. There's an electron on the left-hand side, Итак, слева вверху у нас электрон. and it repels an electron on the right-hand side. Он отталкивает тот электрон, который справа. How does it do that? Каким образом? It emits a particle. Он выпускает частицу, The particle is the quantum of electromagnetism. и эта частица — это квант электромагнетизма. Light is made of particles, even though it's also a wave. Ну, например, свет, он состоит из частиц, хоть он еще и волна. And those particles are called photons. И эти частицы называются фотоны. So the electron on the left Итак, электрон слева emits a photon. выпускает фотон. That's fine. Окей. Except it's impossible. Только это невозможно. Why? Because if the electron emits a photon and the photon carries away energy, Почему это невозможно? Если электрон выпускает фотон, то фотон забирает часть энергии электрона. if the electron is still there, where did the energy come from? А если электрон у нас остается в том же виде, в котором был, откуда взялась энергия? This violates something called the conservation of energy. Вот это нарушает закон сохранения энергии. But it's okay because it's quantum mechanics. Но все в порядке, потому что это квантовая механика. Because as long as the photon disappears in a time shorter than you can measure its energy, then everything's okay. Потому что если фотон успеет исчезнуть до того, как вы измерите его энергию, то все в порядке. It's just like embezzlement. Embezzlement, when you steal money from a bank at night and you put it back in. Это же... Да. Это как похитить деньги и потом вернуть ночью, и потом вернуть их на место. Okay? So as long as the photon disappears before you can measure it, it works. То есть, если фотон успел исчезнуть до того, как вы его успели замерить, все в порядке. We call it a virtual photon. Это называется виртуальный фотон. Now this theory with virtual photons carrying electromagnetism Эта теория про виртуальные фотоны как переносчики электромагнитной силы. is the best theory we have in physics. Это самая лучшая теория, которая сейчас существует в физике. It doesn't get any better than this. Лучше этого просто не придумать. We can compare the predictions of this theory Мы можем сравнить предсказания, которые делаются этой теорией, and every observation we can make of atoms, и все наши наблюдения, которые только возможны, когда мы наблюдаем атом, and they agree to 14 decimal places. они согласовываются с результатами предсказания там в почти 100%, 14 There's сотых миллиардов. nowhere else in science can you do this. И в науке подобной точности практически не бывает. Okay. Now there's only one other thing you need to know and then you're an expert. И вам нужно знать еще одну вещь, и вы станете просто экспертами. The photon has no mass. У фотона нет массы. That is very important И это очень важно. because that's the reason that electromagnetism works across the universe. Потому что именно по этой причине электромагнетизм работает по всей Вселенной. Because Einstein told us that E equals mc squared. Эйнштейн нам рассказал, что E равно mc квадрат. That was it? Yeah. Okay. And that means the photon, if it has no mass, can carry very, very small amount of energy. А значит, что фотон, у которого нет массы, он несет очень-очень мало энергии. And that means, by the Heisenberg uncertainty principle, Но согласно принципу неопределенности Гейзенберга, that it can live a very long time before it has to disappear. получается, что фотон может прожить очень-очень долгое время и потом только исчезнуть. So it can go from here to Alpha Centauri. Фотон может пролететь отсюда до Альфа Центавры. That means an electron here can repel an electron in Alpha Centauri. А это значит, что электрон здесь может толкнуть электрон, который находится на Альфа Центавре. Okay, so that's the way we understand forces in the quantum mechanical world, by the exchange of particles, and if the particle is massless, the force works across the universe. Вот так можно понять силы в мире квантовой механики.
частицы отталкивают друг друга квантами, и если этот квант ничего не весит, то частицы могут отталкивать друг друга на огромных расстояниях. Okay, everything was fine, but then nature fucked it up. Окей, все было нормально, пока не вмешалась гребаная природа. I don't know the Russian word for that. Как это по-русски? I'm hoping to learn it later. Anyway, Потом спрошу. okay, don't worry. So, this is, I learned when I was in high school that the neutron is radioactive. И когда я был в школе, я узнал, что нейтрон радиоактивен. This should concern you И на самом деле это повод для беспокойства. because your body is mostly neutrons. Потому что ваше тело в основном состоит из нейтронов. There are more neutrons in your body than any other particle. Нейтроны — самая распространенная частица в вашем теле. If I hold a neutron up here, Если я буду вот здесь вот держать нейтрон, it will live 10 minutes before it decays. он проживет 10 минут, прежде чем распасться. But you will notice that you have been here for more than 10 minutes. Но вы здесь сидите уже больше, чем 10 минут. It may have seemed like 2 hours. Где-то часа 2, наверное. But there's an accident of nature that allows all of you to exist. Но есть одна случайность в природе, благодаря которой вы все существуете. This is a picture up here of a neutron decaying, Вот изображение того, как распадается нейтрон. and a neutron decays into 3 particles. Нейтрон распадается на 3 частицы. A proton, Протон, and that weird letter is an electron, вот эта вот непонятная буква — это электрон. and this other particle called a neutrino. И еще одна частица, которая называется нейтрино. Now the amazing accident of nature is that the neutron and proton weigh almost exactly the same amount. И на самом деле удивительная случайность природы, что нейтрон и протон весят практически одинаково. That means the neutron can barely decay. Its mass is just a little bit bigger than the sum of the mass of the proton and the electron and the neutrino. А значит, что нейтрон почти только он стоит ему немножко распасться, он распадается на 3 частицы, сумма которых приблизительно равна сумма масс которых приблизительно равна массе нейтрона. Okay. That means it lives 10 minutes, which is a very long time in particle physics units. Окей, возьмем эти 10 минут, что для физики частиц весьма долгий период времени. Okay, now let's say I drop it into a nucleus. I drop the neutron into a nucleus. Окей, например, мы берем нейтрон и запускаем его в ядро. It gets bound in the nucleus. Он застревает в ядре. What does it mean to be bound? А что значит попасть в связь в ядро, застрять в нем? Some of you know. Кто-то из вас знает, что такое ядерное взаимодействие. But what it really means to be bound is that it takes energy to get out of the nucleus. А все, что это значит, что нейтрону теперь нужна энергия, чтобы выбраться I'm из bound to the ядра. earth, which means if I jump down, it will take me energy to get back up on stage. Я также связан с землей, например. Если я спрыгну, мне потребуется энергия, чтобы забраться назад на сцену. But E equals mc squared. Но E равно mc квадрат. So when the neutron loses energy and falls in the nucleus, it gets lighter. Поэтому, когда нейтрон падает на ядро, он теряет энергию и становится легче. And when it's in the nucleus, it's too light to decay. И когда он уже на ядре, он слишком легок, и он не может распадаться. So that accident, that the neutron and proton weigh almost exactly the same amount, is the reason you're here. The reason all the elements that make you up, like carbon, nitrogen, oxygen, iron, none of them would exist if it wasn't for that accident. И поэтому вот эта случайность, что нейтрон и протон весят практически одинаково, это то, благодаря чему вы здесь, потому что все химические вещества состоят из них. But this new discovery that the neutron decayed meant that there was a new force in nature. Но сам факт того, что нейтрон может распадаться, подразумевает, что должна быть еще какая-то сила. And when there's a new force, we have to try and understand it. А если мы обнаружили какую-то новую силу, нам нужно ее понять. And the first person to try and understand it was this guy here. И первым, кто это пытался сделать, был вот этот парень. One of my favorite physicists of the 20th century, Enrico Fermi. Энрико Ферми, один из моих любимых физиков 20 века. He was the last physicist who was equally good at experiment and theory. Это последний физик, который был одинаково хорош и в теории, и в экспериментах. Nowadays things have gotten so complicated that you're either a theorist like me or an experimentalist. Но теперь все стало настолько сложно, что физики поделились на теоретиков, как я, и на практиков.
экспериментаторов. But Fermi wrote down a theory for this that described this decay. Но Ферми написал теорию, которая описывала вот этот распад, And he submitted it to the journal Nature. и послал это в журнал Nature. And they rejected it. И они статью не приняли. Which makes people like me very happy because I get rejected by Nature all the time. И что на самом деле приятно таким людям, как я, потому что мне Nature отказывает регулярно. But he got very upset and he said, I'm not doing theory anymore. Но он очень расстроился и решил, все, с теориями закончено. And he went and did experiments. И он пошел экспериментировать. Which was good for him because the next year he did an experiment that won him the Nobel Prize. И хорошо, что он так сделал, потому что он на следующий год провел тот самый эксперимент, благодаря которому он получил Нобелевскую премию. But nevertheless, other people worked on his theory. Но так или иначе, и другие люди тоже работали над этой теорией. And there's something I have to tell you about physics that's very important. И мне важно вам сказать одну вещь про физику. It's just like Hollywood. В физике все как в Голливуде. If it works, copy it. Если что-то работает, копируй. Halloween 23. Хэллоуин 23. Yeah, anything. If you just keep doing it till it stops working. So we have the best theory in nature, and I drew it for you. Окей, у нас есть самая лучшая теория в природе. Вот она. So physicists said, let's try and make a theory that looks like that theory. И поэтому физики решили, так, давайте сделаем теорию, которая похожа вот на эту теорию. So one can draw a picture that looks sort of the same. The neutron decays into a proton, and then the electron and neutrino are emitted. То есть, вот, например, картинка, которая очень похожа на оригинальную. Нейтрон распадается, превращается в протон, выпуская нейтрино и электрон. And a particle is exchanged. A particle is exchanged. И происходит обмен частицами. So it looks А вот kind эта of сила, the которую same. назвали слабым взаимодействием, But electromagnetism works across the universe. работает, электромагнетизм работает на пределах ядра атома. So they're very different. Поэтому это очень разные силы. How can we explain that? Как же это объяснить? Simple. If we give the particle that's exchanged a very big mass, Окей, предположим, что та частица, обмен которой происходит, обладает большой массой. then by the Heisenberg uncertainty principle, because E equals mc squared, То по принципу неопределенности Гейзенберга и потому что E равно mc квадрат, it carries a lot of energy. получится, что эта частица несет в себе очень много энергии. And that means it has to disappear very quickly. А значит, она должна очень быстро исчезнуть. Or the violation of energy conservation would be observable. Или мы будем наблюдать пример нарушения закона сохранения энергии. So it can only travel across the nucleus before it has to disappear. Поэтому эта частица может пролететь только радиус ядра атома, и потом ей нужно исчезнуть. So that explains, in principle, why the weak force works across the nucleus, why electromagnetism works across the universe. И в принципе это объясняет, почему слабое взаимодействие работает только в ядре, а электромагнетизм работает из одного конца Вселенной в другой. Well, that's fine, but there's a problem. Ну, окей, все хорошо, но есть проблема. The theory on top is beautiful. Та теория наверху, она прекрасна. The theory on the bottom is nonsense. А теория, которая внизу, ну, это полный бред. What do we mean by nonsense? I mean the theory on the bottom predicts results which are infinite. И почему это бред? Потому что она дает предсказания, в которых фигурирует бесконечность. And physicists don't like infinities. А физики очень не любят бесконечности. Mathematicians love infinities, but physicists hate them. Математики их обожают, но физики просто ненавидят. Because we can't predict anything. Потому что если есть бесконечность, там предсказать ничего не получится. Now this problem was known in the 1960s. С этой проблемой столкнулись еще в 60-е. Which, by the way, was the last time I was in Moscow. И как раз в это время это был мой последний визит в Москву. It's changed a lot. Да, много изменилось. And what surprises me is that physicists were willing to give up the beautiful theory on top. И на самом деле, что мне непонятно, но физики готовы были уже отбросить вот эту прекрасную теорию наверху. Because the theory on the bottom didn't work. Потому что теория, которая внизу, не сработала. Now there's another important thing to know about science. It's a secret. И вам еще нужно одну важную вещь узнать про науку, только это секрет. Scientists are human. Ученые — люди. That means that they make mistakes. А значит, они ошибаются. But the great thing about science
is that it overcomes the mistakes of individual humans and drags them in the right direction. Но что прекрасно в науке, она позволяет обойти ошибки отдельных людей и потащить их за собой в правильном направлении. Because science is based on skeptical inquiry, Потому что наука основана на скептицизме. reliance on empirical evidence, Она основывается на доказательствах, на экспериментах, testing, на проверках, retesting, перепроверках, and checking your results. постоянных контроле вашего результата. That's why science isn't religion. Вот это почему наука не религия. And that's why science works and religion doesn't. И поэтому наука работает, а религия нет. Amazing crap. Okay, С вами так легко. so it turns out that physicists really had the right answer, but they didn't know it. В общем, оказалось, что у физиков был правильный ответ, они просто об этом не знали. The right answer came from another area of physics Правильный ответ пришел к ним из совсем другой области физики. called superconductivity. Суперпроводники, сверхпроводники. In 1911, В 1911 a Dutch physicist named Kamerlingh Onnes, физик из Голландии, doesn't matter what his name was, в общем, физик из Голландии, discovered that if you cool mercury down to 4 degrees above absolute zero, он узнал, что если охладить Mercury, 4 degrees, уран, да. I'm sorry. they Извините. can translate. Да, если охладить ртуть до 4 градусов выше абсолютного нуля, About the temperature of Moscow in the winter, then something strange happens. то начинают происходить странные вещи. If I hook up a battery to a wire of mercury, Если я подключу батарейку к проводу, сделанному из ртути, then a current starts to flow. то по цепи пойдет ток. Now, if I cool it down below 4 degrees above absolute zero, Но если охладить эту систему ниже 4 градусов выше абсолютного нуля and I take the battery away, и заберу батарейку, the current keeps flowing. то электрический ток продолжит движение. Not just for a day, И не в течение одного дня, or a week, или недели, or a year, или года. but forever. Навсегда. Вечно. It's like magic, Просто магия какая-то. but it's science. Но на самом деле это наука. It took 50 years to understand that. И 50 лет ушло на то, чтобы понять, что происходит. It was a beautiful work of theoretical physics. И здесь прекрасный пример работы. But nowadays we can make superconductors that are superconducting at a much higher temperature. Сейчас уже созданы сверхпроводники, которые могут показать тот же самый эффект на температуру гораздо выше. So we can do experiments in high school physics classes. Так что у нас теперь уже в школьных лабораториях можно проводить подобные эксперименты. And this is an experiment you can do in a high school physics class. Вот, например, эксперимент можно провести у себя в классе. You take dry ice, Берете сухой лед, and if you find a superconductor that's superconducting at dry ice temperatures, you put it in the dry ice. и находите сверхпроводник, который начинает обладать своими свойствами на температуре сухого льда. And then if you put a magnet above that, И вы погружаете сверхпроводник в сухой лед, а над ним ставите магнит. it will float. И этот магнит зависнет в воздухе. It floats because the magnetic fields cannot go into the superconductor. Он зависит в воздухе, потому что магнитные поля не позволяют ему прикоснуться к сверхпроводнику. They die off at the surface of the superconductor. Они просто затихают, умирают, касаясь на поверхности сверхпроводника. And the magnetic field gets repelled and it causes the magnet to float. И в результате магнитные поля отталкиваются, и магнит висит в воздухе. Now, what does this have to do with anything? Окей, к чему я все это веду? Well, imagine that you live inside the superconductor. Представьте, что вы живете внутри сверхпроводника. Then, if you were a physicist and derived laws of physics, Если бы вы были физиком и изучали законы физики, in your superconductor, electromagnetism would be a short-range force. то для вас электромагнетизм действовал бы только на малых расстояниях. That's because electric and magnetic fields die off in a superconductor. Потому что в сверхпроводниках электромагнитные поля очень быстро затухают. And then, if you're Richard Feynman living in that superconductor, А если вы Ричард Фейнман и живете в сверхпроводнике, you would describe that by the exchange of a particle that had mass. вы бы это также объяснили, как обмен частицами, которые имеют массу. And it is really true. In a superconductor, photons are massive.
И так и получается, что внутри сверхпроводников фотоны имеют массу. In a superconductor, light has mass. В сверхпроводниках у света есть масса. This is the secret that can solve the problem. И в этом вся суть и секрет решения проблемы. Imagine you're swimming Представьте, что вы, in a swimming pool, moving very fast. вы очень быстро плывете в бассейне. Now say that I fill up the swimming pool with honey, А теперь представим, что этот бассейн полный меда, like I tasted over there. как тот прекрасный медовый эль. And say you tried to swim in that. И попытайтесь теперь поплавать в меде. Most of you wouldn't want to try, but Конечно, возможно, кто-то из вас if you захочет tried to попробовать. swim, it would be very difficult and you'd move very slowly. Но вы будете пытаться, но вам будет тяжело, и вы будете двигаться очень медленно. Now imagine that there's an invisible field everywhere in the universe, А теперь представьте, что по всей Вселенной есть невидимое поле, and some particles, when they move through that field, experience a resistance. и некоторые частицы, двигаясь сквозь это поле, испытывают некое сопротивление, That slows them down. которое их замедляет. And even if initially they have no mass at all, И даже если у них не было никогда своей массы, when they're moving through that background, they'll behave as if they have a mass. двигаясь через это поле, они будут вести себя так, как будто у них масса есть. Now that's the secret, because now I can draw the pictures I showed you earlier. И в этом весь секрет. I turned them over sideways. The one on the left hand Это все те же самые картинки, просто на боку лежат. is the electromagnetic force, Вот первая слева — это электромагнетизм. and the three on the right describe the decay of a neutron into an electron and a neutrino. А три остальных описывают распад нейтрона на электроны и нейтрино. But they look the same here. Но вот так, в таком виде они выглядят абсолютно And they look одинаково. the same because, remember, in order for the weak interaction to only work across the size of a nucleus, И они выглядят одинаково, потому что, запомните, для того, чтобы слабое взаимодействие работало лишь на расстоянии одного атома, we had to imagine that the particle is very heavy that exchanges that force. извините, ядра атома, вам нужно, чтобы частица, которые обмениваются, была очень массивной. But what if those particles are really massless, just like the photon, and the only reason they look like they're massive is because we live inside a cosmic superconductor, and they act like they have a mass? Но что если на самом деле никакой массы у них нет, а ведут они себя так только потому, что мы живем все в этой вселенной, в сверхпроводнике размером со Вселенную, и из-за поля, которое в нем существует, эти частицы ведут себя так, как будто у них есть масса. Then we could solve the problem, because if they're massless, Это позволяет нам решить много проблем, потому then что the если нет, mathematics of that force is identical to the mathematics of electromagnetism. потому что если у этой частицы массы нет, то к ней применима та же самая математика, которая применима к электрону. And instead of crazy infinities, И вместо того, чтобы получить эти сумасшедшие бесконечности, we get good predictions. мы можем уже что-то наконец-то предсказать. But even more than that, И более того, if they're massless, they look just like the photon. если эти частицы не имеют массы, то они выглядят почти как фотон. And if that's true, then these two forces in nature that look so different really are different manifestations of exactly the same force. А это значит, что эти силы, эти взаимодействия, которые нам кажутся абсолютно разными, на самом деле являются просто проявлениями одной и той же силы. And we have discovered this grand illusion of nature in which electromagnetism, which is responsible for everything we see, И мы узнали, что это на самом деле такой большой обман природы, что электромагнетизм, благодаря которому мы можем видеть, and the weak force, which is responsible for your existence, и слабое взаимодействие, спасибо которому, что вы существуете, and the nuclear reactions that power the sun, и все эти ядерные процессы, которые происходят в Солнце and nuclear weapons, и в ядерном оружии, which seem so different on our scales, are really the same thing. на нашем масштабе они кажутся нам разными, но на самом деле это все одно и то же. And the world we experience, which seems so well designed just for us, is an accident. И мир, в котором мы живем, который кажется так идеально сотворенным только для нас, на самом деле лишь случайность. It's an accident because this field exists everywhere in the universe. Это просто случайность, что вот это поле существует по всей Вселенной. If it didn't exist there, then we wouldn't be here. Просто если бы этого поля не было, нас бы здесь с вами не было. Now, up to now, that sounds like religion. Итак, вот в принципе пока все звучит как религия. Because just remember what I just said. Но запомните, что я вам сказал.
There's an invisible force everywhere that's responsible for your existence. Повсюду есть невидимая сила, благодаря которой вы существуете. But it's not religion, it's science. Но это не религия, это наука. Because in science, you can't just say there's an invisible force, you've got to find it. Потому что в науке недостаточно просто сказать, есть невидимая сила, ее нужно найти. You can't say there's an invisible field, not force, I'm Да, sorry. извините, не сила, а поле. How can we find that force? Как найти эту силу? Simple. Все просто. Cosmic sadomasochism. Космический садомазохизм. We spank the vacuum. Мы просто шлепаем вакуум. We spank it hard. Очень сильно шлепаем. What do I mean by that? А теперь, что я имею в виду? I could demonstrate. No, it's okay. Я, конечно, могу показать. If in quantum mechanics, for every field in nature, В квантовой механике для каждого поля there's always a particle associated with that field. существует какая-то частица, связанная с этим полем. So if I dump enough energy into a single point, Если собрать достаточно энергии в одной точке, maybe I can kick real particles out of empty space. то я могу, в принципе, начать создавать частицы из пустого пространства. How can I do that? Как именно? I build the most complicated machine people have ever built. А я просто строю самую сложную машину в истории человечества. And beautiful farmland on the other И side. прекрасные фермы с другой стороны. But underneath the farmland Но под этими сельхозугодиями is a tunnel that's 26 kilometers around. 26-километровый туннель. And in that tunnel we take protons И в этом туннеле мы берем протоны, and we accelerate them мы их разгоняем to 99.99998% the speed of light. до 99,99998% скорости света In one direction. в одном направлении. And then we take protons and do the same thing in the other direction. Потом берем другой протон и проделаем с ним то же самое, только в другом направлении. And then in a few places around that tunnel we try and collide them together. И в нескольких местах по этому туннелю мы пытаемся эти протоны столкнуть. They go around the tunnel thousands of times every second. За секунду они 1000 раз пролетают по And in туннелю. fact the French-Swiss border crosses the tunnel. The French-Swiss border crosses the tunnel. И на самом деле туннель стоит на границе Швейцарии и Франции. So they cross the border thousands of times every second without a passport. Так что частицы перебегают границу без паспорта 1000 раз в секунду. Don't tell Donald Trump because he'll want to change that. Дональду Трампу только не говорите, ему такие вещи не нравятся. Anyway, we did this, and then on a very special day, which means normally a lot in the United States, but not to anything to anyone else, on July 4th, И мы так делали и делали, но потом в один знаменательный, правда только для США, день, 4 июля, July 4th, 2012, 4 июля 2012 года, we discovered 50 particles, мы открыли 50 частиц. and they walked like Higgses, and they talked like Higgses, and they quacked like Higgses. И эти 50 частиц, они выглядят как бозоны Хиггса, они говорят как бозоны Хиггса, они все делают как бозоны Хиггса. So we figured they were Higgses. Поэтому мы решили, наверное, это бозоны Хиггса. We call that field the Higgs field, И теперь это поле называется полем Хиггса. and we were looking for these particles we call the Higgs particle, И мы, собственно, искали вот эти частицы Хиггса, and we discovered them. и мы их открыли. Now this to me is truly remarkable. И для меня это знаменательное событие. This to me represents humanity at its best. Для меня вот это наилучшее проявление человечества. Because humanity at its best involves a willingness to explore the universe wherever it takes us. Потому что человечество в своем лучшем проявлении, оно готово открывать Вселенную. To force your beliefs to conform to the evidence of reality. Чтобы заставлять... Человечество может отказаться от своих убеждений, от своей веры, Rather than the other way around. чтобы узнать, как на самом деле, а не наоборот. And the beauty of this is that it changes our perspective of ourselves. И вся красота в том, что такой подход, он меняет наш взгляд на самих себя. So science is like art, music, literature, dance. Наука, она как искусство, как музыка, танцы, литература. It's part of our culture. Это часть нашей культуры. It makes being human worth being human. Это то, ради чего стоит быть человеком. We celebrate technology, and there's a lot of technology that's celebrated here today. Да, мы отдаем дань технологиям. Вот можете посмотреть, у нас сегодня много
But the real beauty of science is not just technology. Но на самом деле красота науки не в технологиях, не только в технологиях. It's its ability to change our view of ourselves. Это в том, что наука может изменить наш взгляд на самих себя. And for that reason, I call the Large Hadron Collider the Gothic Cathedral of the 21st century. И поэтому я называю Большой адронный коллайдер готическим собором 21 века. Because the Gothic cathedrals were built over centuries Потому что готические соборы строили на протяжении веков. by thousands of artisans Тысячи людей from many different countries из различных стран, using the most advanced technology of the time, используя самые продвинутые технологии того времени. just in that case to celebrate the glory of God. Ну, в том случае просто для того, чтобы восславить Господа. The Large Hadron Collider Большой адронный коллайдер was built by 10,000 physicists был построен 10 тысячами физиков. over 20 years На протяжении 20 лет он строился. from over 100 different countries, Люди с более чем 100 стран, speaking many different languages, которые говорили на абсолютно разных языках, having many different religions, с абсолютно разной религией. and it didn't matter. Но это все было неважно. They just wanted to find out how the universe worked. Они просто хотели узнать, как работает Вселенная. They didn't want to make a better toaster or a faster car. Им не нужен был тостер получше или машина побыстрее. They just wanted to know how we got here. Они просто хотели узнать, откуда мы здесь все. And they worked together to do this. И они все вместе работали, чтобы это узнать. That's because science brings people together. Потому что наука сближает людей, Religion pushes people apart. а религия отдаляет. I knew I'd get that. Now the detectors, if you ever visit the Large Hadron Collider, it's an amazing place to go. Итак, если вам вдруг появится шанс посетить Большой адронный коллайдер, это просто прекрасное место. Вот детекторы. The picture I just put up is one of the smaller detectors. It's called. Вот этот на картинке один из самых маленьких детекторов. It's called the compact muon solenoid. You'll never get that one. Да, это то, что я не смогу перевести. It doesn't matter what the hell it's called. Ну, это не важно, как он называется. It's small, but it has as much iron as the Eiffel Tower. Он маленький, но в нем железо, как в Эйфелевой башне. It's very hard to picture it here. I have a better picture И здесь его плохо понятно. because I'm in it. Вот картинка гораздо получше, фотография, на ней я. But it's like being Gulliver. You know И what? ты себя чувствуешь на самом деле Гулливером. Everything is so big. Все большое. It's hard to express enough how amazing the Large Hadron Collider is. На самом деле очень сложно словами выразить, насколько потрясающий Большой адронный коллайдер. But I'll tell you one or two things. Но могу вам сказать пару вещей. Every second at the Large Hadron Collider, Каждую секунду на Большом адронном коллайдере more information is generated производится больше информации, than in all the world's libraries. чем сейчас содержится во всех библиотеках всего мира. Every second. Просто за секунду. And we have to learn how to process that much information, И нам приходится изобретать новые способы обработки этой информации. requiring new types of computers. Нам нужны новые компьютеры. And the tunnel, which is 26 kilometers around, А сам туннель, который 26 километров, has to have a vacuum in it в нем необходимо поддерживать вакуум. that's sparser than the vacuum outside the International Space Station in space. Этот вакуум должен быть более пустым, чем вакуум, который находится снаружи космической станции. It is amazing that humanity can do this. И на самом деле поразительно, что человечество на такое способно. Just to answer the question, why are we here? И все ради того, чтобы ответить на вопрос, откуда мы здесь. But it's better, Но все еще лучше. because we're not done yet. Потому что мы еще не закончили. I called my new book The Greatest Story Ever Told So Far. Я назвал свою книгу «Самая лучшая история, которую мы рассказали на данный момент». It's much better than that other story, which in English we call The Greatest Story Ever Told. И это гораздо лучше, чем та история, которую просто можно назвать самой лучшей из рассказанных историй. Which for many people is the Bible. Которая для многих людей это история, это Библия. Or as we call it, The Goat Herder's Guide to the Universe. Или как мы ее называем, гид по вселенной для чайников. Okay. Because that story was not only wrong then, it's wrong now. Потому что эта история была не просто неверна тогда, But it's never changed. она до сих пор неверна, и она никогда не менялась. But every day science changes. А наука меняется каждый день. And the story gets better. И история становится все лучше. Because every day we make new discoveries. Потому что каждый день, когда мы совершаем новое открытие, And that little girl sitting in that pillow over there и вот как-то маленькая девочка, которая сейчас is going to
is going to make a discovery 20 years from now that'll make the world even more interesting. Через 20 лет она совершит какое-нибудь открытие, которое сделает наш мир еще интереснее. I like art, and I love impressionist art, and here's one of my favorite pieces of Я люблю impressionist art. искусство, я люблю импрессионизм. Вот одна из моих любимых картин. The reason I like impressionist art И почему я люблю импрессионизм? is because from far away it looks beautiful, Потому что он выглядит прекрасным издалека. but when you get really close up it looks awful. Но если подойти очень близко, ну это ужас какой-то. And that's the way it is with nature. И с природой все то же самое. Because we've discovered the Higgs particle. We've unified two forces of nature. Мы открыли бозон Хиггса. Мы объединили две силы природы в одну. But there are still so many questions we have. Но есть еще столько вопросов. Like, why does that Higgs field exist everywhere in the universe? Например, а почему поле Хиггса существует во всей Вселенной? How did that happen? Как так получилось? And that's why we're running machines like the Large Hadron Collider to find out. И вот именно для того, чтобы ответить на этот вопрос, у нас есть такие машины, как Большой адронный коллайдер. But the lesson we've learned so far Но пока мы усвоили один урок. is that we are here by a cosmic accident. Что мы все здесь благодаря космической случайности. Remember the picture I showed you of the ice crystals on the window? Вот вспомните эту картинку с кристаллами льда на окне. Remember how one direction seemed so special, Вот одно направление, оно все такое особенное. but it had no significance at all. Но на самом деле не важно в каком направлении. We've learned that the universe is just like that. Мы узнали, что во Вселенной все так и устроено. The forces that allow us to exist, electromagnetism and the weak force, Те силы, которые позволяют нам существовать, электромагнетизм и слабое взаимодействие, are the way they are because some field froze in the early universe in some special direction. они такие только потому, что какое-то поле застыло в начале Вселенной именно в таком положении, в котором оно застыло. If it had frozen in a different direction, we wouldn't be here. Застынь оно в каком-нибудь другом положении, нас бы здесь не было. The forces would be different. Потому что силы и взаимодействия были бы другими. Our existence has no more significance than the direction of that icicle. Наше существование не имеет никакого большего смысла, чем направление одного луча снежинки. And that's just the way it is. Ну и просто так и есть. The universe wasn't designed for us. Вселенная не была создана для нас. At a fundamental scale, it isn't even consistent with our existence. На фундаментальном уровне нас даже не особо должно быть в этой Вселенной. It's only because that field is there that we can exist. Мы существуем только потому, что есть вот это поле. Now, imagine that you were a physicist on one of those icicles and you discovered that that direction wasn't very special. Итак, представьте, вы живете на этой снежинке, и ваши физики доказали, что вот это вот направление не такое уж и особенное. Maybe it would be 4 o'clock in the morning, Окей, предположим, 4 утра. which is when I like to work. Это мое любимое время для работы. But at 6 in the morning, the sun would rise В 6 утра солнце станет, and the ice crystals would melt. и весь лед растает. And you wouldn't be there anymore. И вас больше не будет. That may be our universe too. И, возможно, то же самое может произойти и с нашей Вселенной. Because we've discovered that this Higgs field Мы узнали, что вот есть это поле Хиггса, is perilously close to melting. и оно на самом деле весьма близко к тому, чтобы начать таять. And it may melt one day. И, возможно, в какой-то день оно And if it растает. does, И когда оно растает, then everything we see in the universe will disappear. все, что мы видим во Вселенной, исчезнет. And that's just too bad. Ну и очень жаль. We tend to think because we are so, do you know the word solipsistic? You probably don't. Да, We're so да. self-centered. Мы такие солипсисты, мы We think зациклены the на себе. universe evolved and it's just like this, just so we can be here, and it will always be this way. Нам кажется, что Вселенная стала тем, чем она есть для нас, и она всегда такой и будет. But it may not. Но, скорее всего, нет. And if the Higgs field melts, everything we see will disappear, Если поле Хиггса растает, исчезнет все, что мы видим, and the universe will return to the way it was. и Вселенная просто вернется к состоянию, в котором она была. A universe that isn't designed for us. Вселенная, которая не была создана для нас. Now, it upsets some people that the universe isn't designed for us, Окей, это может кого-то расстраивать, especially religious people. особенно религиозных людей. But you know, this idea that the universe isn't designed for us goes back a long way. Но на самом деле, эта идея о том, что Вселенная не для нас, она очень стара. Evolution has hardwired us to look for design everywhere. Просто эволюция устроила наш мозг таким образом, что мы везде ищем какие-то
что было сделано. These are beautiful Christmas ornaments. Вот, пожалуйста, красивые украшения на Рождество. They're clearly designed, Ну, точно их кто-то сделал. but of course they're not. На самом деле нет. They're snowflakes. Это просто снежинки. And all you need is water, Все, что вам надо, это вода, a polar molecule, поляризованная молекула. and the laws of chemistry will make these things. И химия все сделает за вас. We have to be very careful when we think things are designed. Когда нам кажется, что что-то было сделано и сотворено, нам нужно быть очень аккуратными. And the first man who really demonstrated that, И первым человеком, кто это I'm показал, going to show you this because my friend Richard Dawkins is coming to the Greek Festival next week in St. Petersburg. я вам покажу, что Ричард Докинс будет выступать на гик-пикнике в Петербурге. But the first person that demonstrated that was Charles Darwin. Первый человек, кто смог это показать, был Чарльз Дарвин. He showed that the illusion that the earth is created so we can be here is an illusion. Он показал, что вот это ощущение, что вся Вселенная создана для нас, это всего лишь иллюзия. Life appears to be designed for the environment in which it lives. Создается ощущение, как будто жизнь специально создана, что окружающая среда специально создана для тех живых существ, которые в ней живут. But that's an accident Но это всего лишь случайность. of natural selection. Это случайность естественного отбора. If bees couldn't see the color of flowers, they wouldn't reproduce. Если бы пчелы не могли различать цвета цветков, они бы не смогли размножаться. They weren't designed to see the color of flowers. Никто не создавал пчел специально, чтобы они могли видеть цветы. And it's for that reason Charles Darwin is one of the greatest scientists who ever lived. И поэтому, по-моему, Чарльз Дарвин один из величайших ученых, которые когда-либо жили. Because he showed us that the amazing diversity of life on Earth Он показал, что все это поразительное разнообразие жизни на Земле can come from such a simple beginning. может начинаться с чего-то очень простого. And we've learned that the diversity of the universe with galaxies and stars and planets and aliens А мы узнали, что все разнообразие Вселенной со всеми ее галактиками, звездами и планетами, all results from a similar simple beginning. все это началось из такого же простого начала. But even as we celebrate Charles Darwin, Окей, мы отдали почести Чарльзу we Дарвину. have to remember that science is a product of its time. Но нам нужно понимать, что наука — это продукт своего времени. And in 1863, Charles Darwin wrote to a friend of his, Joseph Hooker. И в 1863 году он написал своему другу Джозефу Joseph Хукеру, Hooker. It is mere rubbish thinking at present что сегодня абсолютно бредово думать, of the origin of life. задумываться о происхождении жизни. One as well think of the origin of matter. Это такой же самый бред, как и думать о том, откуда взялась вся материя. And in 1863, it was rubbish to think of the origin of matter. И в 1863 году это действительно был полный бред задумываться о происхождении материи. But now I get paid to do it. Но сегодня мне за это платят. Because the greatest story ever told gets better. Потому что вот эта самая лучшая история, когда-либо рассказанная, она становится все лучше и лучше. But it will only continue to get better Но она будет становиться все лучше, if we don't stop looking out at the universe. только если мы продолжим смотреть во Вселенную. If we don't stop asking questions. Пока мы не остановимся, пока мы не перестанем задавать вопросы. If we're not afraid to go where no one has gone before. Пока мы не будем бояться ступать туда, где не ступали другие. And I began my new book with a quote Я начал свою книгу from Virgil from the Aeneid. цитатой Вергеля. It's the first line of the Aeneid. And you can read it. These are the tears of things, and the stuff of immortality cuts us to the heart. There, go try and translate that. Это слезы вещей. Oh, it doesn't matter. Суть нашей моральности, Okay. которая режет нас в It's a сердце. beautiful thing. I first read it in Latin Неважно, на самом деле прекрасно. Я в первый раз прочитал это вообще по латыни. because I grew up in Canada and I was educated. Потому что я родился в Канаде, и я получил хорошее образование. But the second line, which I end the book with, the second line of the Aeneid is more important. Но вторая строка гораздо важнее, она стоит в конце книги. Release your fear. Отпусти свой страх. Do not be afraid of the universe the way it is. Не бойтесь принять Вселенную такой, какая она есть. Do not retreat in myths and superstitions. Не сбегайте, не пытайтесь укрыться в мифы и предрассудки. Don't let politicians make you afraid. Не позволяйте политикам запугать себя. Whether it's Vladimir Putin or Donald Trump. Будь это хоть Владимир Путин, хоть Дональд Трамп.
don't stop thinking for yourself. Не переставайте думать за себя. Only that way will the greatest story ever told get better. Только таким образом мы сможем делать самую лучшую историю все лучше и лучше. So it may be that the future is miserable. И, возможно, будущее ничтожно. That everything will disappear. Все исчезнет. But you shouldn't be upset. Но не надо расстраиваться. Instead, you should enjoy the fact that we have evolved brains that can ask these questions. Гораздо лучше просто радуйтесь тому, что мы в процессе эволюции развили такой мозг, который способен задавать все эти вопросы. And enjoy your brief moment in the sun. И наслаждайтесь этим кратким мигом под солнцем. Thank you very much. Спасибо большое. Друзья, аплодисменты, Лоуренс Краусс! Так, ребят, и искусствоведов до астронавтов, математиков и механиков. Ты пока фотографируйся на фоне, давай, не отвлекаю тебя. Вот, я пока почитаю. Наш слоган: найдем тех, кто знает ответ. Задавать вопросы и отвечать на них может каждый. Самое удобное делать это через приложение, которое можно найти в App Store и Google Play. В течение недели у читателей The Question была возможность задать вопросы Лоуренсу Крауссу. И мы выбрали 2. I will be out afterwards and I will kiss all the women and shake all the men's hands. Я буду еще после выступления поцелую всех девушек и пожму руку всем юношам. После выступления. Итак, 2 вопроса. Okay. Итак, первый вопрос, который выбрали организаторы гик-пикника и редакция проекта The Question. Вопрос первый. Так, давайте выберем. Есть 2. Значит, про создателей и про инопланетян. Про кого выбираем? Давайте так, кто за инопланетян? Поаплодируйте. А кто за создателей? Начнем с инопланетян. Were we created by aliens? Нет, нас не создавали. Итак, первый вопрос. Давайте, как вы думаете, если инопланетяне прилетят на Землю, то чем мы сможем их удивить? Будет ли это искусство, пища или отношения, или еще что-либо? Прилетят такие: о, ребят, нет, мы домой. I hate to say this. На самом деле неприятно об этом говорить. But I think we'll surprise them by our stupidity. Скорее всего, мы их удивим своей тупостью. We'll surprise them because many people here still believe in God. Мы удивим тем, что столько людей все еще верят в Бога. And I'm sure if they're smart enough to come all the way here, А я уверен, что если у них хватило мозгов, чтобы добраться до нас, they'll have long ago given up religion. то они уже давным-давно забили на религию. Спасибо большое, аплодисменты. И второй вопрос. Исходя прямо из первого, да? Возможно ли, что человечество было заложено в ходе какого-либо эксперимента, и стоит ли нам в этом случае искать своих создателей? Прямо как в фильме «Прометей». Все помнят, да, чем все закончилось? Like a Matrix? Well, like in the movie The Matrix? Or like Prometheus? No, there's no evidence. If anyone had created us, they would have done a much better job. Ну, на самом деле, если бы нас кто-то создавал специально, они бы сделали это гораздо лучше. I'm serious about Но that. я серьезно. We wouldn't have eyes that... If you had a TV set, you wouldn't put the cables in front of it and make a little hole so they go behind. Вот, например, взять наши глаза. Когда ты делаешь телевизор, ты не пускаешь провода перед экраном и пропускаешь их назад через дырку в экране. You wouldn't make sex organs the same ones that urinate. Вы бы не ставили половые органы с органами мочеиспускания вместе. You wouldn't make people choke. Люди бы не могли бы подавиться. So it's clear that we possess many characteristics that have come by evolution. У нас очень много характеристик, которые And очевидно произошли эволюционно. also, since many of you are geeks, Как оказалось, многие из вас it's гики. also clear some people think, are we like the Matrix? И многие, например, здесь могут думать, что мы живем в матрице. Are we just an illusion that in a computer game? Что мы просто иллюзия в какой-нибудь компьютерной игре. And the answer is again, I think, highly unlikely. И опять же, ну очень вряд ли. Because if you make a computer game, Когда создаешь компьютерную игру, there are always pixels that break. всегда есть какие-то битые пиксели. Look around. Но оглянитесь вокруг. Except maybe inside the brain of Donald Trump, I'm not sure. Возможно, что-то побилось в голове Дональда Трампа, я там не There's уверен. no evidence of purpose in the universe, and if we were created, I think there would be evidence of that. И нет никаких свидетельств того, что нашу Вселенную кто-то создал. А если бы она была кем-то создана, этому были бы свидетельства. And for that reason, I think the movie Prometheus is pretty crappy.
Поэтому мне кажется, что Прометей так себе. Even though I like the director. Так себе кино. Хотя режиссер мне нравится. And is that it? Yep, that's all. But nevertheless, you are all very beautiful. Thank you very much. Спасибо, что пригласили. Друзья мои! Мы самая крутая демоверсия, судя по всему.